Андрюха уже автографы раздает. Ты не просто так. So mit der Hand da so drüber fahren kannst. Ja. Und da keine Ortschaft herstellen. Schau her, der riecht sich ja nicht einmal. Da kannst du sagen, das ist ein absoluter Traum. Das ist schon ein Traum. Нам посчастливилось, мы наконец-таки смогли найти возможность пообщаться с господином доктор Мартин Керхер. Это руководитель Австрийской ассоциации Карники, ACA Association. И мы долго стремились к этой встрече, наконец-таки она случилась. Ну, я надеюсь, что наши вопросы и ответы господина Мартина Керхера будут очень интересны всем нас услышать. В первую очередь я хотел бы сказать вам большое спасибо за эту возможность и за ваше приглашение принять участие в работе годового общего собрания Австрийской ассоциации Карники. Для нас это было очень интересно, большое количество докладов, лично для меня очень интересных докладов. И я думаю, это было очень важно для всех пчеловодов, принявших участие в данном мероприятии. Полностью согласен. Меня очень радует, что вы преодолели такой длинный путь, чтобы принять участие в нашем годовом собрании. Меня это очень радует. И, конечно, мы сердечно рады за вас, видеть как в этот раз, так и в будущем. Вначале я хотел бы попросить вас рассказать немножко о себе. Вы являетесь доктором наук и занимаетесь пчелами, но, к сожалению, многие наши зрители, многие пчеловоды в Беларуси и России, да и других странах, вообще не знают, либо знают крайне мало об Австрийской ассоциации Карники и о вас лично. Сперва коротко расскажу о себе. Я изучал биологию, начал в университете города Граас, затем отправился в Англию и учился там 6 лет. Сначала в университете Шеффилда, затем в университете Сассекса. Там я изучал эволюционную биологию. Всегда основной специализацией были безжальные пчелы. Завершил обучение в докторантуре с ученой степенью доктора и после этого вернулся в Австрию. И какой была тема вашей докторской работы? Тем было много. Среди прочего была тема воркополисинг в пчелином улье. В пчелином улье присутствуют элементы своего рода государственного надзора, которые решают, кто может размножаться, а кто нет. Каждая рабочая пчела принадлежит к определенной касте, определенному происхождению. И пчелы одной касты могут удалять из улья отложенные маткой яйца другой касты. Только исходя из этого семья действует как единое целое, иначе в ней была бы анархия. Очень интересно. А сколько лет вы, так сказать, связаны с пчелами? Довольно давно. Я думаю, мне было около 14-15 лет, когда я пришел к одному пчеловоду и сказал, что мне очень интересно, и я бы очень хотел поработать с пчелами. Меня это очень вдохновляло и увлекало. И уже в 16 лет я был полностью уверен в своем пути. У меня были свои пчелы. Можно сказать, это ваша судьба? Да, абсолютно. С указанного момента я принимал участие в работе в местное общество пчеловодов. В 14 лет это была карника? Да, разумеется, всегда только карника. Как вы думаете, простите, но это очень важный вопрос, и многие наши коллеги интересуются этим. По вашему мнению, какие различия существуют между пчелой Бакфаст и пчелой карника? Конечно, я не смогу быть полностью объективным, если задать этот вопрос тому, кто работает с пчелами Бакфаст. Он может утверждать иное. Но с моей точки зрения, карника является по всем показателям лучшей породой пчел. Говоря о Бакфасте, мы не можем говорить о породе, это гибрид. И эту точку зрения можно обосновать, так как эти две разновидности пчел имеют совершенно разные типы поведения. Вот, например, пчелы Бакфаст генерируют расплод без оглядки на возможные потери. Если, например, летом 3 недели идет дождь, они продолжают гнать расплод. Они выводят расплод зимой, и должно быть очень холодно, чтобы они остановили выводить расплод. Почему они так сильно стремятся выводить расплод?
Потому что этот бакфаст, просто тот первоначальный бакфаст, созданный братом Адамом, имеется в наличии в Европе только у горских селекционеров. В большинстве случаев те, кто называют себя селекционерами бакфаст, реально являются селекционерами гибридных пчел, и в них намешаны все возможные разновидности пчел без какой-либо системы. Так вот, почему они так сильно нацелены на выведение расплода, потому что в этих пчелах присутствуют признаки африканской пчелы. Warum haben die so ein extrem starkes Brutverhalten? Weil da afrikanische Unterarten eingekreuzt werden und ja, alles von überall. Да, там есть все. С одной стороны, пчелы Апис меллифера, как вид, распространены в Европе, Африке и в других регионах. Но разновидности пчел из жарких регионов, где, например, не бывает зимы, и они к ней не приспособлены. С другой стороны, конечно, имеется эффект гетерозиса, который может проявляться, когда скрещиваются два генетически очень удаленные друг от друга вида. Например, скрещивание чистопородной лягустики и чистопородной карники дает в первом поколении. По многим пунктам имеется резкое увеличение показателей, но огромным минусом в этой ситуации является то, что высокие показатели не передаются далее следующему поколению, просто не могут. Полезные характеристики у последующих поколений гибридов существенно хуже, чем у исходного поколения. Этот закон одинаково действует и в растениеводстве, и в животноводстве. Таким образом, как уже было сказано, бакфаст создает очень большие семьи, потому что сильно нацелен на генерацию расплода. Но если вдруг на 3 недели случается непогода, они съедают все собранные запасы. Это значит, что по данному пункту нужно очень серьезно задуматься. В этом плане карника, так сказать, лучше ведет домашнее хозяйство в части своих запасов. Если наступает 3-недельная дождливая погода, карника уменьшает количество расплода и начинает экономить запасы меда. Можно сказать, что у карники сила семьи меньше, но меда больше. В последние годы, пусть не каждый год, но очень часто, и так было прошлым летом из-за погоды, бывают недостаточные взятки. Много дождей и вообще плохая погода летом. Бывает, что семьи бакфаста начинают даже голодать и погибают в середине лета. А пчелосемьи карники, естественно, нет, потому что они начинают разумно использовать свои резервы. У них мало, либо вообще нет расплода, но они выживают. И это является еще большим преимуществом. То есть, во-первых, у нас меньше работы, нам не нужно кормить пчел сахаром, у нас нет летних потерь пчелосемей по указанным причинам. И кроме того, сахарная подкормка не попадает в мед, потому что некоторые заводчики бакфаста продают мед, но перманентно вынуждены подкармливать семьи сахаром в безвзяточный период, и сахар таким образом попадает в мед, что отражается на качестве меда. И такая же проблема есть зимой. Зимой семьи бакфаст продолжают генерировать расплод, и должно быть очень холодно, чтобы в семье появился безрасплодный период. И ее можно было обработать от оставшейся в семье клеща, например, щавелевой кислотой, как мы это делаем с карникой. Если семья в зиму продолжает выводить расплод, обработать ее от клеща с помощью щавелевой кислоты не получается. Соответственно, такие пчеловоды вынуждены применять иные действующие вещества, что в свою очередь приводит к накоплению яда в воске и впоследствии в меде. Это еще одно преимущество карники. Кроме того, есть и другие преимущества. Карника, например, обладает чрезвычайной способностью адаптации к любым климатическим зонам на планете. Она есть в Чили, в Австралии, Австрии, России. Abgesehen davon gibt es noch viele Vorteile. Die Carnica ist zum Beispiel extrem anpassungsfähig an alle Klimazonen weltweit. Die gibt es in Chile, in Australien, in Österreich, in Russland. Именно австрийская карника? Да, австрийская карника. Например, на всей территории Чили используют карнику, происходящую из австрийского региона Лунс-Амзе. А какие еще страны используют селекционный материал из Австрии? Окей, Чили, Россия. А кто еще? Я знаю, что у австрийской карники очень хорошая репутация в России. Многие пчеловоды приобретают австрийский материал. А какие страны еще? Я думаю, проще будет назвать страны, которые не покупают карнику из Австрии. Окей, минус Нигерия. Да, возможно, еще минус Танзания. Если серьезно и без шуток, то карника является в мировом масштабе наиболее распространенной породой пчел.
Возможно, австрийская карника стала хорошо известным мировым брендом? Да-да. Австрия исторически обладает самой давней традицией селекции пчел в мире. Селекция пчел впервые началась в Австрии, с таких родоначальников, как Вресник, Пешец, Склинар. Можно сказать, что на сегодня в мире наиболее распространенными породами или гибридами пчел является карника, лигустика и, конечно, бакфаст, возможно, также кавказянка. Если вернуться к карнике, то она зимует небольшими семьями, но создает мощные семьи летом, обладает большим миролюбием, усидчивостью на рамках, очень разумно потребляет свои запасы меда. Сразу же реагирует на плохую погоду, обладает все улучшающейся способностью противостоять клещу ворова. Скажу об этом очень кратко, но уже сейчас у нас есть ворова-резистентные семьи, благодаря искусственному осеменению маток одним трутнем и благодаря другим селекционным мероприятиям. Да-да, это отдельная очень интересная тема. Как уже было сказано, карника экспортируется в очень многие страны. Я так понимаю, вы свой выбор уже сделали, только карника. Само собой разумеется. Но также очень важно подчеркнуть, мы, как Австрийская ассоциация карники, за всех матководов я не могу отвечать, не экспортируем пчел карники в страны, в которых имеется своя популяция местной пчелы, чтобы не навредить такой популяции. Например, в регион обитания кавказянки мы не поставляем карнику. Это наносит серьезный ущерб, поэтому мы стремимся не допускать подобных ошибок и всячески их избегать. Ja, in Gegenden, wo es noch die letzte Kaukasiker gibt zum Beispiel, da sollten wir keine exportieren. Oder ja, es ist sehr, sehr viel Schaden angerichtet worden in der Vergangenheit und diesen Fehler sollten wir nicht weitermachen. Ja. Таким образом, вы ратуете за сохранение биологического разнообразия? Да, совершенно верно. Я абсолютный сторонник карники на ее традиционных территориях обитания. Для Австрии это юго-восточные регионы. Например, регион Федеральная земля Штирия, где я сам проживаю. Я против применения двойных стандартов. Когда здесь ратуем за биологическое разнообразие и одновременно экспортируя пчел, например, в Иран, это причинит вред другим пчелам, и это для нас, как для Австрийской ассоциации карники, неприемлемо. Я лишь хочу сказать, что существует большое количество селекционеров карники в Европе, и в Австрии, конечно, тоже. Но это не селекционеры, не члены АКА, которые экспортируют свой материал по всему миру без оглядки на эти вопросы. Österreicher sicher auch natürlich, die nicht in der ACA sind, exportieren die Königinnen weltweit rücksichtslos überall hin, ja, natürlich. Доктор Кефер, расскажите, пожалуйста, чуть-чуть больше об Австрийской ассоциации карники. Почему именно АЦА и почему вы решили возглавить данную организацию? Вы очень молоды. Председателем объединения пчеловодов обычно является пожилой человек с большим опытом, с седыми волосами и так далее. А вы очень-очень молодой для данной должности. Да, это верно, верно. Мой предшественник на посту председателя ассоциации, доктор Герман Пехакер, руководил деятельностью ассоциации почти до самой своей кончины. К этому времени я уже достаточно продолжительное время занимал должность заместителя. Помогал ему и постепенно перенимал дела. Конечно, мое включение в работу АКА – это своего рода счастливое стечение обстоятельств. Возможно, я оказался в нужном месте в нужное время. Отчасти потому, что я обладал необходимыми бэкграундом в области биологии и научных исследований пчел во время учебы в университете. Моя научная специализация была очень близка к вопросам селекции пчел. Если раньше я исследовал селекцию пчел, проводимой самой природой, то теперь это селекция пчел, проводимая человеком. И в этом единственное отличие. После того, как мне было поручено управление ассоциацией, основным приоритетом является дальнейшее развитие и поддержка пчел породы карника. Сегодня АКА – это крупнейшее в Европе объединение матководов-селекционеров карники. Минимум в Европе. И я не знаю точно, есть ли более крупное объединение селекционеров карники в мире. Вполне может быть. Есть более крупные организации лигустики или других видов пчел. В Австрии или в Европе?
Конечно, в Германии, если собрать воедино все организации Карнеги, то все вместе они будут больше. Но в Германии много отдельных региональных объединений. То есть я думаю, АКА сегодня крупнейшее объединение Карнеги. На сегодня у нас 30 облетников, большая часть которых находится в горах, благодаря чему они считаются очень надежными. У нас более 30 отцовских линий различного происхождения, порядка 8 различных мест для проведения осеменения. У нас более 30 отцовских линий различного происхождения, порядка 8 различных мест для проведения осеменения. Таким образом, в год мы предлагаем около 65 трутневых линий различного происхождения. В ассоциации состоит около 200 членов, и количество постоянно увеличивается. Прямо сейчас к нам присоединяется дополнительная группа новых людей, и в ближайшее время планируются новые члены. Circa 200 Mitglieder, das werden aber jetzt momentan ständig mehr. Es treten sehr viele Leute momentan bei und in der nächsten Zeit auch. 200 членов ассоциации означает 200 селекционеров или... Нет, у нас 200 членов ассоциации, из которых примерно 100 являются селекционерами. Большинство занимается селекцией для собственных нужд, важнейшей целью которых является постоянное улучшение результатов на собственных пасеках. Некоторые из них продают небольшое количество маток, другие продают большое количество, как, например, господин Пернер.